Прежде чем начнем разговор о перспективах перемирия или мира между Россией и Украиной, давайте определимся с терминами. А то в последнее время не всегда понятно, что имеется в виду в таких разговорах. Во-первых, мы говорим о событии, которое произойдет или не произойдет относительно скоро, в обозримой перспективе. Через месяц-два, через полгода. Довольно бессмысленно, потому что рассуждать о достижении мира без сроков. Понятно, что через условные 10 лет война так или иначе закончится. Но через условные 10 лет будут уже совсем другая политическая реальность, другие обстоятельства, которые мы не можем прогнозировать. Во-вторых, мы говорим о мире или хотя бы о перемирии, к которым приведут усилия действующих сейчас политических акторов. Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский. Понятное дело, что один единственный тромб в мозгу Путина изменит текущую диспозицию до неузнаваемости. В-третьих, говоря о мире или перемирии, мы имеем в виду, что боевые действия действительно остановятся на какое-то время или навсегда. А не то, что стороны подписываются под обязательствами, которые в реальности ничего не меняют, исполнение которых никак не влияет на войну, а неисполнение не влечет никаких последствий. Если стороны договорятся не стрелять по куполам православных храмов во время Великого Поста, они молодцы, конечно, но на судьбе самой войны это, в общем-то, никак не скажется. В-четвертых, нам безразлично, как будет называться, как выглядеть и какие дополнительные условия будет содержать документ. Будет ли вообще написана хоть какая-то формальная бумага, или все ограничится устными договоренностями. Если война останавливается, мы считаем это миром. Исходя из этих параметров, давайте перечислим аргументы, свидетельствующие о том, что скоро состоится мир, а потом аргументы против этого. Первый довод за скорый мир всем известен, и только о нем сейчас все и пишут. Это явное желание прекратить войну со стороны американской администрации, и не менее явное желание Путина с этой администрацией дружить. Путин хочет хороших отношений с Трампом. Трамп хочет мира. Это очень понятный расклад на пути к прекращению войны. Трамп с Путиным разговаривают по телефону, делегации переговорщиков без конца встречаются, процесс торга не останавливается. Трамп явно хочет, чтобы Путин прекратил войну. Хочет получить свою большую и яркую победу, которая выделит начало его президентства на фоне всего, что делала предыдущая администрация. В чем проблема с этим аргументом? В том, что Трампу на Путина практически нечем давить. С украинской стороной все понятно. Она сильно зависит от США в области вооружений и обмена разведданными. Трамп может давить на Украину и получать от нее согласие почти на любые условия. Что у него есть такое против Путина, чего не было у администрации Байдена или чем администрация Байдена не пользовалась – загадка. Доля Соединенных Штатов в российском экспорте 1,2%, 5 миллиардов в 2023 году, в импорте 0,3%, менее 600 миллионов долларов. С точки зрения экспорта США для России, как Армения, а по импорту как Кыргызстан. Проще сказать, что Россия и США не торгуют вовсе. Любимая пилюля Трампа от всех болезней, я введу против вас тарифы, тут не сработает. В торговом обороте России и США банально не на что наложить тарифы, так чтобы стороны это вообще заметили. Трамп теоретически мог бы запустить свирепый контроль над уже существующими санкциями. Раздать вторичные санкции направо и налево. Сделать любые взаимодействия третьих стран с Россией токсичным как никогда. Поставить всех перед выбором. Либо вы помогаете России обходить санкции, закрываете глаза на подставные фирмы, на серые банковские счета и на теневой флот. Либо так, либо работаете с Америкой. Выбрать придется одно из двух. Но такая мера вообще не сочетается с крестовым походом Трампа против американской бюрократии. Усиление санкционного контроля – это масштабная бюрократическая работа. Принять новый пакет санкций силами Конгресса – это дело нехитрое. Но для усиления санкционного давления нужны большие офисы, плотно набитые живыми чиновниками, которые будут вручную искать подставные фирмы, левые счета, серые корабли, расследовать схемы обхода и наказывать их авторов. Что выглядит как полное противоречие всей трамповской политике. Здесь сейчас прервемся на небольшую рекламу, потом вернемся к обсуждению аргументов. В 2022 году более 50 тысяч россиян сообщили МВД о гражданстве или ВНЖ другой страны. Всего за 9 месяцев 2023 года 68 тысяч. И это закономерно, ведь российский паспорт сейчас сильно ограничивает своих владельцев. Возникают сложности с оформлением виз, с посещением разных стран, проблемы с банковскими и брокерскими счетами. Да, многие оформляют себе гражданство за инвестиции. Но люди с таким паспортом тоже вызывают подозрения у банков и пограничников. Потому что качество проверки соискателей такого гражданства невысокое.
Среди них встречаются коррупционеры и мошенники. А еще такие паспорта могут быть отозваны. Поэтому лучше всего не пытаться купить гражданство, а сперва посмотреть, вдруг вы можете репатриироваться. Такие программы есть в Италии, Германии, Польше, Ирландии и, конечно, в Израиле. Так что если у вас есть хотя бы минимальные подозрения, что в вашем родстве есть евреи, обязательно попробуйте выяснить. Как показывает практика, люди с обычными фамилиями, вроде Иванов и Петров, часто имеют еврейские корни, потому что, скрываясь от репрессий или Холокоста, евреи меняли фамилии. А найти эти корни, если они есть, вам поможет Израильский консультационный центр. У них собственный архивный отдел, добывающий документы из разных стран. Они также помогают получить гражданство, начиная от поиска и сбора документов, заканчивая сопровождением на территории Израиля. Израильский консультационный центр работает с 2014 года и помог оформить более 19 тысяч паспортов. Центр настолько известен и уважаем, что его услуги рекомендуют на собеседовании в посольстве. Так что если вы хотите получить другое гражданство, обратитесь к ним. Может оказаться, что вы имеете право на репатриацию в Израиль. Работает центр быстро и сэкономит вам нервы, время и деньги. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу, она помогает каналу оставаться независимым. Надеюсь, что вы не перематывали ее. Продолжаем. Мы говорили, что ни потенциальное желание Путина подружиться с трамповской администрацией, ни усиление санкционного давления скорее не сработают. Тогда что? Поставить побольше убойного оружия Украине, как и обещал? Усиление военной помощи, безусловно, изменит ситуацию на фронте и умножит российские потери. Возможно, в день будут гибнуть не по 200-300 человек, как сейчас, а по 500-600. Но Путин ни разу не давал повода подумать, что масштаб жертв его хоть сколько-то заботит. Масштаб жертв и без всякого глобального усиления помощи планомерно растет 4-й год. Вообще не видно, как это влияет на мотивацию Путина или хотя бы на его настроение. Стало уже каким-то штампом выражение «Трамп давит на Путина», но пока непонятно, чем он давит и чем вообще может давить. Трамп говорил Зеленскому: «У тебя нет козырей», что, в общем-то, так и есть. Но непонятно, какие козыри есть у самого Трампа. С другой стороны, прямо сейчас мы наблюдаем нечто неприятное. Трамп, например, продолжает говорить об окруженных украинских военных в интервью Fox News. Даже возникло конкретное их количество – 2500. От источников агентства Рейтер мы узнали, американская администрация докладывала Трампу, что никакого окружения не было даже рядом. Но он продолжает на этом настаивать. Таким образом, американский президент, видимо, больше доверяет словам Путина, чем собственным спецслужбам. По крайней мере, версия Путина в большей степени ему льстит. В версии Путина Трамп лично спас целую украинскую бригаду. В версии своих спецслужб никакой окруженной бригады вообще не было. Если президент Трамп в переговорах с Путиным ведется на столь прямолинейные разводы, то это, мягко говоря, не очень хорошо, и разводить его можно много раз. Трампу нравится, когда им восхищаются, а Путин явно рад в этом направлении стараться. Такие разговоры будут приносить удовольствие обеим сторонам, но к окончанию войны нас не приблизят. Второй важный аргумент за то, что Путин в принципе может пойти на прекращение огня – война слишком дорого обходится. У нас сегодня ролик не экономический, и мы не будем подробно на этом останавливаться. Но пару базовых моментов вспомним. Война стоит все больше с каждым днем. Война сегодня ведется завербованными за миллионы добровольцами. Ведется техникой и боеприпасами, не взятыми со складов, а специально изготовленными и купленными. Сегодняшняя война стоит в разы, а где-то на порядке дороже, чем стоила 3 года назад. И намного дороже, чем год назад. Формально оборонный бюджет вырос в 2025 году на четверть, но мы понимаем, что этот рост и близко не отражает реальность. Реальность зашита в пугающих цифрах закредитованности российской оборонки, в региональных бюджетах, которые платят миллионы подъемных, в зарплатных сметах госкомпаний, фиктивно трудоустраивающих новых рекрутов. Через год война будет стоить еще дороже, чем сегодня. Люди будут дороже, техника будет дороже, ущерб для экономики от прожигаемого бюджета и изъятия работоспособных людей будет критичнее. Невозможно бесконечно обманывать базовые экономические законы, поджигать ресурсы и делать вид, будто так и надо. Раньше или позже экономика войны перестанет сходиться. Путин должен понимать, он просто не может позволить себе без конца воевать чисто по деньгам. Ему нужно выходить до тех пор, пока условия довольно благоприятные. Такое соображение не лишено смысла. Но с другой стороны, перемирие не принесет экономического благополучия. Остановка войны не принесет решения проблем, созданных войной. Все, что произойдет в реальности,
прекращение прокачки военных расходов через экономику. То есть резкое обрушение уровня жизни всех, кто с этой войной связал свою жизнь. Моментальное исчезновение в экономике спроса ими созданного. Жизнь станет хуже не только у нашей с вами любимой швеи из Иваново, не только у жены грузчика из Магнита, которая тратила его фронтовую зарплату, но у всех, кто их кормил, одевал, развлекал, ремонт им в квартирах делал. Внутри России есть без преувеличения миллионы людей, которые на этой войне живут свою лучшую жизнь. Людей, которые с концом этой войны станут не на какие-то проценты беднее, но в разы беднее, которые пролетят сразу через несколько ступеней пирамиды потребления. Миллионы людей были против начала войны по гуманистическим соображениям. Миллионы людей будут недовольны ее окончанием потому, что их жизнь станет резко хуже. В России нет выборов, на которых Путин и его партия могли бы проиграть. Но мы понимаем, прекращение раздачи бесплатных денег точно не способствует сохранению внутренней стабильности. Уровень жизни упадет не у каких-то либералов, диссидентов, иноагентов и прочих граждан, приравненных к врагам народа. Уровень жизни упадет именно у тех, кто имеет настоящее основание быть благодарным Путину за все, что случилось в последние 3 года. С точки зрения экономики, продолжение войны – это ожидание проблем. Прекращение войны – это приближение проблем. Тут не сработает аргумент, что Путину не хватит денег на войну. На жизнь без войны у него тоже денег не хватит. Следующий аргумент – санкции. Прекращение войны очевидным образом приведет к смягчению и снятию многих санкций. Если смягчение санкций для компаний и секторов экономики не даст такого уж ошеломительного эффекта в краткосрочной перспективе, то вот снятие санкций персональных против ближайшего путинского окружения и высшей российской элиты, откат таких санкций эффект даст сразу и очень заметный. Но другой вопрос – нужен ли этот эффект Путину? Нужно ли ему вернуться в ситуацию, где у тех, от кого зависит его власть, есть запасная лодка на Западе? Главный вредоносный эффект санкций с точки зрения судеб России состоит в том, что каждый олигарх, министр, каждый член Совбеза, каждый пропагандист оказался у Путина в заложниках. У них не осталось запасной жизни. Виллы на озере, паспорта или как минимум вида на жительство, банковских счетов в безопасной юрисдикции, от которых их отделял всего один авиаперелет. Вся российская элита сейчас живет между молотом и наковальней, между чужими санкциями и родными чекистами. В случае с чего бежать толком некуда. Больше не они решают, жить им в России или в Швейцарии. Теперь решает Путин, жить им на Рублевке или в матросской тишине. Кто нам сказал, что Путина это не устраивает? Что ему нужно возвращение в прежний мир, где каждый человек вокруг него построил себе эвакуационный путь через Внуково-3 до Ниццы. По происходящему скорее видно, Путина вполне устраивает, что можно пересажать целое министерство, и никто никуда не сбежит, ведь бежать-то некуда. Снятие санкций определенно улучшит жизнь многих. Частных лиц, компаний, отраслей экономики. Но решение прекратить войну будут принимать не многие, а Путин лично. И как такое решение Путину сделает хорошо, не очень понятно. Очень сложно представить, что при любом послаблении санкций ушедшие с российского рынка иностранные компании побегут обратно, роняя тапки, неся с собой инвестиции, которые превратятся в налоги, а налоги залатают дыры в бюджете. Во-первых, многим банально некуда возвращаться. Активы крупнейших инвесторов в российскую экономику давно изъяты и поделены. Во-вторых, Россия при Путине уже не станет такой юрисдикцией, куда можно всерьез и надолго инвестировать. Не потому что война и санкции, а потому что процесс раскулачивания доведен до автоматизма. В этом самая большая проблема любых наших рассуждений о мире. Раскладывая аргументы по полкам, что Путина может принудить, что он выиграет и что он проиграет, мы заполняем только полку последнюю, где про проиграет. Понятно, что получает Путин, когда ведет с Трампом бесконечные душеспасительные беседы и подписывает ни к чему не обязывающие документы. Но не очень понятно, что он получит в случае, если реально стрельба прекратится. Мы, безусловно, и дальше будем следить за американскими попытками как-то собрать мир, следить и надеяться, что это получится. Но про фундаментальные обстоятельства не стоит забывать. Фундаментально Путину мир не нужен. До завтра.